Я приветствую всех участников нашего совместника. Сегодня мы разберем саму модель. Их у нас две. Я сегодня выложу там все имеющиеся фотографии у меня. Есть два варианта. Видела я вот синий вариант. Сейчас я вам изложу свои соображения. Вот. Начинаются они оба. Оба они выше бедра, да, такой не длинный вариант, ниже талии, выше бедра. Вот, и свободного кроя. Что я вижу по фотографиям как бы на сайте, вот, которые я вам предоставляю, это такой хороший оверсайз. Но, исходя из того, что я видела вживую, то у меня ощущение, что девочки-модели совсем малюсенькие и худюсенькие. Масенькие, прям масенькие. Потому что я видела этот джемпер. Вот, он не выглядит каким-то мега-оверсайзом, как выглядит на модели. Поэтому я прихожу к выводу и смотрю на другие модели, что, ну, в смысле на фотки, что модели очень маленькие, худенькие. Вот. Значит, в любом случае у нас резинка, далее узор, далее расхождение. У нас что? Далее у нас пройма. Пройма вот эта квадратная. Видела я ее вживую, вижу я ее и на фотографиях. Делать мы ее будем безоговорочно. Это не так, как в кармашке. Там у нас дискуссия разгорелась. Вот здесь уже 100% мы ее будем делать. Вот до этого момента у нас все одинаково. Далее скос обязательно будем делать. Горловина. Вот там, где стойка, она чуть, я так думаю, чуть меньше. Вот. А где вырез, то она чуть больше. Ну, в смысле, круглый просто вырез. Так. Далее. Здесь у нас рукав заужен. Вот такой вот в этом джем. Ну, классический. Это под куртку, под жилет. Вот этот я видела. Вот здесь же у нас рукав, я так предполагаю, что совсем ровный. Вот как-то так, может чуть-чуть заужен. Вот в таком вот смысле. Я его вижу. Смотрите все на фотографии. Обсуждаем сегодня мы модель. Лично я буду вязать вот эту вот модель. Не люблю свитера под горло. Они меня грызут. Вот, поэтому я склоняюсь к этой. Разница небольшая, поэтому вы выбираете свой вариант. Вот, я все буду оговаривать. Поэтому вот так вот. Вот такие вот у нас пироги. Вот. Кстати, модель несложная. Не вижу никаких сложностей на пути. Вот, как оказалось, кармашек довольно-таки заморочливый оказался и долгоиграющий. Я его долго вяжу. В общем, здесь как бы таких нюансов, я думаю, не будет. Здесь у нас все будет четко. Все, девчонки, обсуждаем модель, жду ваших мнений. Там, кстати, один момент хотела сказать. Там по фотографиям я как бы вроде бы там вот здесь вот после резинки все ровное вязание сразу переходит в узор. Но один момент на вот этом коричневом джемпере меня смутил. Я вам его обозначу. Вот здесь вот я вижу сокращение резинки. Может, это так фотография, но мне прям явно их видно. Вот, поэтому не знаю. Ну, я уже начала одну деталь вязать, я вяжу ровно. Ну, ладно, об этом мы обо всем поговорим потом. Я вам покажу сейчас. Вот такая вот модель у нас предполагается в этом совместнике. То есть два варианта будут обговариваться, вязаться. Тут особой разницы-то нет. Все, девчонки, жду ваших комментариев. Итак, девчонки, всем здравствуйте. Сегодня мы посчитаем, сколько набирать петель.
уже я сразу наделала ошибок, потому что, ну, как бы это не ошибки, но просто из-за нехватки времени я уже так оставлю. Ну, хотя, может, оно и нормально. Ну, сейчас объясню, в чем дело, что я начудила. Я изначально хотела вязать вариант с горловиной. Потом подумала, что нет, мне первый вариант без горловины, ну, с широким рукавом нравится больше. Начала вязать как бы резинку как на тот горловину. Потом решила, что я все-таки буду вязать первый вариант вот с широким рукавом без горловины, ну, без стойки горловины. Но там начинается вязание со светлой нити, а в другом варианте с темной нитью. Ну, в общем, у меня будет вариант без горловины, вот, но начало с темной нитью. Вот, конечно же, оно смотреться будет по-другому. Но я уже не перевязываю, девчонки, планов настроила миллион. Вот. И оставляю так, как есть, а вы будьте внимательны. То есть при выборе модели, которую вы будете вязать, модель, которая со стойкой воротником, с зауженным рукавом, она начинается с темного цвета. Ну, то есть основной темный. Вторая модель основной бежевый, там резинка бежевая, если я не ошибаюсь, потому что у меня уже каша в голове. Так, давайте посчитаем. Вот, сегодня мы рассчитаем ширину. Еще один вопрос. Вы мне просто напишите в комментариях под видео, обязательно вопросы все под видео. Набор петель, я уже его миллион раз показывала. Мне кажется, что просто бесполезно его показывать, вот этот качельки. Но если кто не знает, есть у меня видео на канале, я его сюда добавлю в этот совместник, чтобы вы понимали этот набор. Вот. Просто не вижу смысла миллион раз снимать одно и то же, этот же набор. И, как я поняла по уровню вашему, что вот именно такие моменты снимать не нужно, потому что вы все уже опытные, вам сам факт расчета и процесса, ну, то есть модели, описание модели. А вот так вот прям попетельно вам это абсолютно не нужно. Но в любом случае я этот как бы способ выложу, тут что у меня с канала, он у меня есть снят, так что вы наберете петли вот этим набором петель, либо же своим. Итак, что я намерила на себе в первую очередь? Это первый этап, мы набираем и начинаем вязать основу. В круговую тоже, пожалуйста, можете вязать до проймы, пожалуйста, ну, то есть без проблем. Так, значит, моя плотность, я ее измерила уже после ВТО 18,3. Я сначала поменяла на 18, но потом добавила вот эти вот сотые на 10 сантиметров. Длина изделия, которая у меня будет в целом 62 сантиметра. Ширина 60 сантиметров. Окружность бедер у меня 100. Вы вот эти вот мерки все себе пропишите свои. Окружность бедер 100 сантиметров. Я ориентируюсь на самую широкую точку мою. Если у вас грудь, то вы ориентируетесь на грудь. Если у вас шире, чем бедра, грудь, то вы ориентируетесь на грудь. Ну, в общем, по самой широкой точке ориентация идет. Полуокружность 50 сантиметров. И припуск я добавила здесь 10 сантиметров. То есть большой оверсайз не нужен, как бы. Хотя, кто хочет большой оверсайз, то добавляете 15 сантиметров. Кто не хочет большой, вот такой вот средненький, я добавила 10 сантиметров. Меньше, чем 10, я думаю, смысла нет здесь добавлять, потому что по модели мы видим, что он достаточно свободный. Но я же говорю, как в предыдущем видео я сказала, то, что мы видим на моделях, и то, что я вижу в натурале, увидела в магазине, он совсем не оверсайз, этот джемпер. Он нормальный классический джемпер, просто моллюська моделька, и не знаю, какой размер на ней сфотографировали. Это мое мнение. Вот. Если хотите достичь вот такого эффекта, как на фотографии, то добавляйте больше. Далее. Значит, припуск 10. То есть для ширины деталей я к полуокружности бедер добавил 10 сантиметров. И вот ширина у меня получилась 60 сантиметров. Ширина джемпера, которую я хочу получить. Длина я измерила по передней детали с грудью 62 сантиметра.
Так, далее. Считаем, сколько это петель по плотности вязания. 60 сантиметров. Вот нам нужно 60. Умножаем на плотность. Я уехала опять. Но тут бы надо умножить на 1,83. А я уже умножу на 18,3. Если 18,3, то еще разделить на 10. Если не делить, то просто на 1,8. 1,83 умножить, и получается там 109 с какими-то сотами. Я округлила до 110 петель. Вот у меня деталь 110 петель. И резинка я провязала 5 сантиметров. Вот. Ну, конечно, надо было светлыми я тоже не рассуждаю, с вами говорю. Светлыми тоже не могла, у меня их меньше, чем темных. Поэтому начать светлыми было рискованно, что пряжи не хватит. Итак, резинка, да, спицы. Что я использую? Спицы. Вот пряжа у меня ориентировочно 180, как я и говорила, 180-100 граммов. И спицы, вот это я вязала вообще на 2,5. Вернее, вот это, набор делала на 2,5. 2 ряда 2,5. Далее 3,5 резинка. И далее основа 4 миллиметра. Ой, 4 спицы. Вот. Вот такое вот у меня начало. 16 рядов резинки, 5 сантиметров. Далее перешла на основное вязание. Вот. Сразу сделала как бы лицевыми 2 ряда этой же нитью, что резинка, а потом уже перешла на основной, ну, на смену цвета. Так, что еще хотела сказать? Да, по поводу резинки. Я уже это говорила в предыдущем видео. Я ничего не сокращала, ничего не делала. Ну, как бы при этой пряже у меня, если после ВТО, это пока еще не после ВТО, оно, я думаю, разровняется и будет нормально. Но на самих фотографиях я вот смотрю в этом центре, ну, вот здесь вот, там не видно сокращений после резинки совершенно. Ну вот в этом месте на коричневом джемпере, обратите внимание, там, мне кажется, вот прям изнаночная сокращена. Вот я не знаю, я в принципе довольна вот тем, что сейчас есть. И после ВТО, я уверена, оно уляжется и будет все нормально. Но опять же, зависит все от вашей пряжи, как вы, от вашей плотности, от вашей манеры, ну, как бы способа вязания. Вот пробуйте, девчонки. Тут я как бы точно сказать не могу. Но я, допустим, вот сейчас в этот момент я довольна, да, тем, что я вижу. Вот так вот, девчонки. Так что пишите свои вопросики под видео обязательно, потому что я в ленте просто потом не нахожу. Всем хороший вопрос. Всех приветствую, девчонки. Так, что хочу сказать. Столкнулась я, вот смотрите, прям покажу, с одной непоняткой для себя. Вот смотрите, синий джемпер, да, рукав очень сильно спущен. Это значит, что я четко вижу, что там проймы не предполагается, хотя может быть и нет. Но еще раз говорю, возможно, эта модель слишком маленькая для такого большого джемпера, потому что в оригинале я видела совсем по-другому это все выглядело. Вот видите, такое ощущение, что тут просто, хотя нет, вы знаете, есть все-таки там пройма, все-таки я склоняюсь к тому, что это слишком маленькая девочка. Вот. Потому что эту пройму квадратную, как она называется, квадратная пройма, да, вот, я ее видела своими глазами, и ее же видно на вот этом джемпере. Вот. Сейчас не здесь, сейчас я вам покажу. Вот здесь вот, смотрите, здесь четко, хорошо ее видно, а далее идет ровно. Это просто плечо тут потянуто, но оно четко идет ровно там. Вот. И вот эта квадратная пройма. Хотя окат, смотрите, чуть такой постепенно сделан. Вот. Это что касается проймы. Значит, я ее буду делать на 3 сантиметра, не больше. Вот такую вот маленькую. Вот она и была в оригинале, по-моему, где-то не больше 4 сантиметров. Не, наверное, 4 сделаю.
Сделаю 4. И у меня получается, что вот смотрите на длину, он совершенно не длинный этот бежевый, так что корректируйте. У меня он будет длиннее, у меня по длине он будет примерно как такой, но без горловины, и рукав этот, ну, широкий, может, не до такой степени, а может и до такой. Вот здесь же рукав заужен. Я просто говорю, чтобы вы... Вот, видите, у меня будет приблизительно вот такая вот длина. Она длиннее, чем то, ну, та бежевая. Бежевый короче. Вот, так что с этим вы определяетесь сейчас. Видите, здесь очень хорошо видно, что он короче. Так, значит, что мы делаем? Что я сделала сейчас? Сейчас я вам все расскажу. У меня вот связано, еще не до проймы. Сейчас просто я отвлеклась на расчеты. Значит, вот это мы сделали в предыдущих видео. Теперь мы считаем высоту, ну, как бы длину. Я для себя посчитала эти 62 сантиметра. От них отняла 5 сантиметров резинки у меня. И у меня получилась высота без резинки 57 сантиметров. Это из вот этой вот самой высокой точки до резинки 57 сантиметров. Я просто вам ход моих расчетов. Далее по скосу, опять же, я посчитала на обе эти модели уходит как бы скос у нас из 12 рядов. Вот, поэтому я так и посчитала 12 рядов. Вот они. Разделила на 28,5. 28,5 это я посчитала высоту уже после ВТО. Уже по вот этой вот детали, уже по готовой, не по кусочку. По этой детали я посчитала плотность вязания в высоту. Вот. И у меня получилось 4,2. Ну, в общем, 4 сантиметра как бы этот скос. Значит, я от 57 минус 4 равно 53 сантиметра. Это получается от вот этой точки до резинки 53 сантиметра. Вот. Теперь я считаю рукав. Рукав, опять же, я почему люблю так вязать и считать. Вот я провязала 30 сантиметров, сделала ВТО, сложила пополам, визуально представила себе рукав. И вот визуально я решила, что он у меня будет 24 сантиметра. Вы можете по вещи по какой-то померить, где вам нравится ваш рукав. Вот. 24 сантиметра я отнимаю от 53. 53 минус 24. 29 сантиметров получается. Сантиметров. Это у нас от начала проймы до резинки 29 сантиметров. То есть сейчас мне нужно довязать всего у меня 34 до проймы сантиметра. Еще мне нужно довязать, но неважно, в этом видео мы просто считаем. Значит, я довязываю до проймы. И теперь считаю рукав в петлях, но это в принципе нам пока не нужно. Давайте я просто посчитала, рукав я определила, вот я его нарисовала, вот, допустим, тот, который я буду вязать, здесь будет несколько сокращений, возможно, вообще не будет. И вот такой вот синий вариант, который заужен и с классической резинкой в конце, вот. Либо так, либо так. В любом случае, в самой широкой точке это 48 сантиметров, которые я поделила пополам, и получилось эти 24 сантиметра. Да, то есть наоборот, я 24 умножила на 48. Я хочу, чтобы вы понимали, что это за 24. Это половина рукава. Вот она у нас вот из этой точки в эту точку, как раз туда входит пройма в эту высоту. Вот. Вот таким вот образом. То есть сейчас мне еще нужно довязать до проймы, чтобы было 29 сантиметров, 34 вместе с резинкой. 29 это без резинки. Вот. И таким образом у нас нарисовалась деталь спинки.